Дорогие друзья, это видео обращено к тем, кто не просто читал Кастанеду и мои книги, потом в качестве некоторого умственного развлечения, а к тем, кто настроен серьезно и хочет на практике трансформировать себя в этом направлении. Я должен сразу пояснить, что даже если вы прочитали все мои книги, которые были изданы, содержание этих книг уже во многом не соответствует моим сегодняшним взглядам, идеям. То есть в основном, конечно, это все то же самое, но в некоторых тонких моментах, в некоторых акцентах, которые играют важную роль в нашей практике, произошло, на мой взгляд, довольно много существенных изменений. И вот все эти смещения акцентов, все эти изменения, о них я говорю на своих курсах. Я знаю, как непросто поддерживать свое намерение, добиваться его несгибаемого состояния. Так что в первую очередь этот курс направлен на то, чтобы поддерживать несгибаемое намерение практика. Кроме того, мы рассматриваем все методы, все техники усиления осознания, которые нам доступны, плюс мои авторские, которые я еще нашел, разработал и добавил. Вот из этого состоит курс, который называется «Психоэнергетическая трансформация». Я написал так: наша цель – обучиться осознавать себя, ощутить собственное внимание и осознание как фундамент внутреннего мира, на который мы можем опираться и противостоять неконтролируемой стихии автоматического реагирования, страхам, важности, жалости к себе. Кроме того, в курс входит обучение намерению, силе, которая собирает всю нашу энергию для повышения осознанности как наяву, для выслеживания себя, так и в сновидении, для достижения осознанного сновидения или внетелесного опыта. Это уже зависит от нашего намерения конкретного. Курс начнется, первое занятие, 2 октября. Курс построен таким образом. Он длится 10 месяцев, по 2 занятия каждый месяц, то есть всего 20 занятий. Он начинается с рассмотрения сталкинга. Вот первое занятие, начало сталкинга. Структура энергетического тела и работа с энергетическим телом. Вообще в этом курсе много идей, которые как бы добавлены к наследию Кастанеды, но у Кастанеды ничего такого вы не найдете, и там это не описано. Очень много отдельных авторских формулировок, которые, на мой взгляд, помогают нам в работе и помогают добиться прогресса в нашей практике. Вот отделение осознания от описания мира. Да, мы же не найдем такой формулировки у Кастанеды. А это, собственно, ключевая формула для начала работы над усилением осознания.
Мы должны найти в себе осознание, ощутить его и заметить. То есть, собственно говоря, это и есть выследить. Почувствовать его, зафиксировать на нем внимание и отделить это особое возникшее ощущение от тех ощущений, которые приходят от разнообразных продуктов описания мира. И дальше мы начинаем, то есть каждое занятие, к нему прилагаются соответствующие там техники, упражнения. Если вы что-то, допустим, не поняли, я обычно через несколько дней после занятия присылаю доступ к видеозаписи, который можно потом еще перепросматривать в течение некоторого времени. К каждому занятию вы еще по почте получаете тезисы, которые только называются тезисы, потому что они довольно подробны, иногда занимают до 10 страниц. Вот, опираясь на эти материалы, на видео и на тезисы, я уверен, вы сможете системно заниматься практикой, если такое желание есть. Мы говорим и о сновидении, и о сновидческих деланиях, и о осознании намерений, да, и о сталкинге, и о делании. О перепросмотре отдельное занятие этому посвящено. Там есть, я же говорю, есть еще техники, которые вообще Кастанедой не описаны и не рассматриваются. Мы рассматриваем такие вещи, как высшие и низшие чувства. Те чувства, которые генерируют осознание, и те чувства, которые возникают, когда работает тональ и порождает небезупречные чувства и эмоции. Вот, я тут посмотрел, одному намерению в разных формах и разных акцентах посвящено 3 занятия. А намерение — это сложная штука. Я еще не встречал человека, который бы понимал намерение по-настоящему, полно. Люди иногда заблуждаются на этот счет, иногда понимают правильно, но недостаточно. А намерение — это ключевая вещь. Если мы не понимаем, что такое намерение, не научились его в себе формировать, мы не сможем удержать себя на пути. Ну, это я, опять же, опираюсь на собственный опыт. Может быть, у кого-то и получается, но я пока таких случаев не видел в своей жизни. Значит, если у вас там, если вы захотите принимать в этом участие, у вас будут возникать вопросы в процессе самого занятия, на платформе, где это происходит, там есть чат. Вы можете задать вопрос, написать его. Я его прочту и тут же отвечу. Если у вас возникнет вопрос, уточняющий или связанный с темой занятия, после занятия, вы можете написать мне в личную почту, и я вам отвечу. Вот, то есть все внимание мое будет вам отдано. Да, эти курсы, которых всего, значит, занятий 20, по 2 занятия каждый месяц, вот, все оно длится 10 месяцев. Все это только для того, чтобы пробудить
намерение, да, чтобы сформировался какой-то определенный навык осознавания, внимания, намерения и делания определенного. Потому что я знаю, много людей пытались заниматься практикой, а потом их тональ там делал так, что они бросали. И часто это происходит неоднократно. Люди начинают и бросают, начинают и бросают. Моя задача на этом курсе сделать так, чтобы ваше намерение стало несгибаемым и тональ вам больше не мешал. Чтобы вы уже остановились и встали наконец на этот путь. Кроме того, чтобы вы почувствовали радость осознания, которая, к сожалению, большинству людей недоступна. Они понимают, что не должны это чувствовать, но не чувствуют. Вот такие вот задачи. Да, эти курсы не бесплатные, но цена их вполне доступна, на мой взгляд. Если вы захотите узнать точно все условия, посмотрите, на Фейсбуке есть моя личная почта. Не только на Фейсбуке, вообще она, по-моему, еще в каких-то местах есть. Может, даже здесь есть, на Ютубе. Короче, пишите в мою личную почту. Я вам уже отвечу конкретно. И если эти условия вам подойдут, присоединяйтесь к группе практикующих, и мы будем вместе двигаться по этому пути. Первый год, он вот такой вот. Это психоэнергетическая трансформация, которая готовит наше намерение. Есть еще курс второго года, который называется «Углубление трансформационных состояний». Там уже мы, помимо занятий, тоже таких вот 2 раза в месяц, мы еще занимаемся синхронной практикой вечерами в субботу и воскресенье. И в этих групповых занятиях синхронных я тоже принимаю участие и стараюсь создать определенную настройку. Обычно эта настройка связана с темой субботнего занятия. Иногда не связана, но чаще связана. Ну вот примерно так. Почему это не бесплатно? Ну, с одной стороны, всякий труд должен быть оплачен, а с другой стороны, все вы знаете, что мы так устроены, что ответственно относимся только к тому, за что заплатили. Бесплатные такие начинания, которые выглядят очень благородно, они все, к сожалению, заканчиваются тем, что люди разбегаются очень быстро. Потому что то, что бесплатно, наш тональ это воспринимает как что-то неважное. Понимаете? Поэтому вот такая вот штука. Значит, еще раз. 2 октября, в первую субботу октября, начинается этот курс. Подумайте, нужно ли вам это? Да, мы должны понимать, что если наше осознание усиливается, оно приносит множество благ. Вот у меня есть несколько студентов, которые проходили мои курсы, им так понравилось, что они проходили 3 раза подряд. То есть не могли расстаться. 2-3 года первый курс, потом переходили на второй курс, снова 2-3 года. Потому что почувствовали энергетическую поддержку, потому что почувствовали то, чего им не хватало в их практике.
А главное, люди начинают после этого ощущать, что они меняются в лучшую сторону. То есть вот такая вот трансформация, начиная с глубинных содержаний, очищается тональ. От нас постепенно уходят наши страхи, наши важности и жалости. Мы становимся спокойнее. И наше намерение усиливается. То есть не только какие-то потусторонние вещи, а и вполне земные. Ну и кроме этого, конечно, конечная цель практики, как вы помните, это осознанное проживание смерти плотного тела, благодаря чему мы обретаем способность продолжать существование нашего сознания, независимо от того, что происходит с нашим плотным телом. Тональ кричит: это невозможно, это неправда, такого быть не может. Ну, конечно, он воспитан в материалистической традиции и так далее. В общем, у него много аргументов, которые на самом деле опираются только на его упрямство и его веру. Мы можем от этого освободиться. Вот, наверное, это, собственно, все. Да, и здесь у нас есть отдельное занятие о сновидении наяву. Здесь есть об энергетике, намерении, преодолении кризисов. Там отношение к силе, сталкинг осознания. В общем, если захотите, появится желание, я могу прислать список тем занятий этого первого курса психоэнергетической трансформации. Мне просто часто пишут люди, которые, вот даже те, которые занимаются, насколько они понимают эту практику, они очень часто заблуждаются. Видимо, даже не в главных вещах, может быть, в каких-то отдельных деталях, или неправильно выполняют какие-то практики. И вот кто-то жалуется, там, у него начинают возникать страхи, или он начинает чувствовать, что все это бессмысленно. Все это формы неявной активности тоналя, формы его сопротивления, который пытается прекратить этот процесс. Что задача тоналя – остановить все трансформационные процессы. Ему это не нужно. Ну вот. Короче, все это надо понимать, знать, иметь в виду, обращать на это внимание. И мы об этом говорим на курсе и много этому уделяем внимания. Ну, плюс специальные техники и методы. Все. Спасибо за внимание.